До недавнего времени мы знать не знали, что, оказывается, красное мясо может быть причиной рака. Пока в 2015 году ВОЗ не опубликовал результаты своего исследования. Но что там на самом деле написано, все ли так однозначно и значит ли это, что отныне красное мясо не стоит употреблять, на самом деле это очень важный вопрос. И чуть позже я вам скажу почему. Пока давайте разберемся, что все как всегда, что-то где-то кто-то слышал, на самом деле уже не важно, что слышал. Меня зовут Юлия Щербатова, я кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, хирург и основатель клиники. Почему вдруг все стали считать, что красное мясо канцероген? Почти 10 лет назад ВОЗ удивила всех новостью про то, что обработанное красное мясо – причина колоректального рака, то есть рака толстого кишечника, а обработанное красное мясо ВОЗ классифицировала как вероятно канцерогенное для человека. Кроме колоректального рака обнаружили связь между потреблением красного мяса и риском рака поджелудочной железы и рака простаты. А в 2023 появились данные обзора, который связывал красное мясо с высоким риском рака желудочно-кишечного тракта. Американское онкологическое общество настаивает на том, что многие десятилетия существуют доказательства того, что красное и переработанное мясо опасно. Если посмотреть на ситуацию в Великобритании, то у взрослых, которые в среднем потребляют 79 грамм обработанного красного мяса в день, риск развития колоректального рака на 32% выше, чем у тех, кто ест мясо менее 11 грамм в сутки. Какое мясо и почему вдруг стало опасно? Во-первых, это любые колбасы и обработанное мясо. Сосиски, бекон, жареное, соленое мясо, ветчина, мясные деликатесы, такие как солями, консервированное мясо, такое как солонина, и нарезанные мясные ассорти, в том числе из курицы и индейки, а также паштеты. То есть все то, куда добавляют разные нитриты для того, чтобы это мясо длительно хранилось. Во-вторых, это красное мясо, говядина, свинина, баранина и так далее. Потому что в этом мясе есть гемоглобин и миоглобин. Так же, как сахар может приводить к гликации белков и старению кожи, про это я рассказывала в одном из своих роликов, гемоглобин и миоглобин могут стимулировать нейтрозирование в нашем организме и в образование канцерогенных веществ. В обзоре 2021 года, которое было опубликовано в журнале Food Chemistry, сообщается об увеличении риска множественного колоректального рака на 11,5% при увеличении потребления красного мяса на 100 грамм в день и об увеличении риска множественного рака на 8,7% при увеличении потребления обработанного мяса на 50 грамм в день. Ну и в-третьих, во время приготовления мяса при высоких температурах образуются канцерогены, так называемые гетероциклические амины, которые также вызывают рост раковых опухолей. Наконец, в мясе, кроме всего прочего, есть еще немало насыщенных жиров, что тоже не всегда полезно. Неужели в мясе нет никакой пользы? Конечно же, это не так. Самая большая польза красного мяса в том, что это источник железа. И не просто железа, а именно биодоступного железа. Плюс мясо вообще это источник белка, цинка, витаминов группы В. Это неоцин, витамин В12, тиамин и рибофлавин, фосфора, креатина или липоевой кислоты. А еще более позднее исследование поставило под сомнение зависимость между потреблением красного мяса и раком, и увеличивает ли оно риск смертности. Так авторы пришли к выводу, что качество имеющихся доказательств недостаточное, чтобы давать какие-то однозначные оценки того, как красное мясо влияет на наше здоровье. В общем, как говорится, ученые спорят. А что же делать нам? Есть красное мясо или не есть? Как обычно, все зависит от количества, качества мяса, его вида и той частоты, с которой вы его едите. Переработанное мясо, все эти пресловутые сосиски, магазинные паштеты употреблять и правда вряд ли стоит, потому что сложно отнести это вообще к мясу. В советские времена говорили, что все это газетная бумага, а в наше время можно точно сказать, что это костная мука, крахмал, отходы мясного производства, усилители вкуса и нитриты. Что касается нормального, цельного мяса, то, например, Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует снизить количество потребляемого костного мяса до 70 граммов в сутки, чтобы вам было проще ориентироваться. В гамбургере котлета весит, например, 78 грамм, а в ломтике ветчины 23 грамма. Вот еще несколько рекомендаций, как сделать так, чтобы ваш выбор мяса был более полезным, здоровым. При покупке мяса отдавайте предпочтение самому постному варианту, там, где меньше жира. Если вы покупаете расфасованное мясо, смотрите, есть ли в нем прожилки жира. Если отказаться от сосисок, солями, паштетов, бургеров с говядиной и других мясных субпродуктов сложно, то уменьшите хотя бы их потребление до минимума. Это касается всех, у кого есть высокий уровень плохого холестерина, повышенное артериальное давление, или если даже он на самом краю нормы, потому что в этих продуктах высокое содержание жира, скрытых рафинированных углеводов и соли. Перед употреблением мяса срежьте весь видимый жир. Идеально жарить мясо на гриле, на решетке, а не на сковороде. Почему? Потому что так жир стекает в огонь. Уменьшите количество жира и масла, когда вы готовите мясо на сковороде. Кому точно нужно есть меньше красного мяса? Если мы говорим не про какие-то сосиски или приобретенные в магазине полуфабрикаты котлет, которые я бы вообще советовала исключить, а про полноценное мясо, то следить за количеством его употребления нужно тем, у кого повышен уровень плохого холестерина, у кого уже есть атеросклероз, кто страдает хронической почечной недостаточностью, подагрой, а это нарушение метаболизма мочевой кислоты, у кого вообще есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. А кому точно нужно есть красное мясо с регулярностью, но при этом не превышая его количество, конечно, это
беременные кормящие мамы, у которых высокие потери железа, высокие затраты белка, и в результате возникает анемия. Мое мнение о красном мясе. Ешьте красное мясо хорошего качества, не жирное, придерживайтесь правильного питания и исключите все полуфабрикаты. Подпишитесь на мой телеграм-канал, в котором я рассказываю много интересного, и доктора, которые в клинике работают, рассказывают еще больше интересного. Ссылка находится в описании и в первом комментарии.